Думаете, чем удивить свою семью на ужин, чтобы при этом блюдо было и вкусным, и полезным? У меня есть решение на этот случай. Здравствуйте, дорогие гурманы и ценители вкусной кухни. Я рада приветствовать вас на моем кулинарном канале. Сегодня мы с вами приготовим обалденно вкусную рыбу – толстолобик. Я вам покажу простой рецепт приготовления в домашних условиях. Итак, что это за рыба, где водится, как выбирать, какую пользу несет и как ее приготовить, об этом всем я расскажу в данном ролике. Толстолобик – это пресноводная рыба, которую еще называют серебряный карп, большеголов и лобастый. Свое название эта рыба получила из-за внешнего вида. У толстолобов действительно самый широкий лоб среди всех карповых рыб. Глаза расположены внизу головы, и поэтому лоб кажется особенно большим. Родина этой рыбы – Китай. С китайских территорий толстолоб попал в Амур после сильнейшего наводнения. Сейчас толстолобика можно встретить в таких реках, как Днепр, Волга, Дон, а также в реках США. Американцы ловить эту рыбу не любят. Они считают, что мясо этой рыбы очень невкусное. Скорее всего, они просто не умеют ее готовить. Массово эту рыбу разводят и в прудах на Украине. Живет рыба примерно лет 18. Взрослые, самые крупные особи весят до 30 килограммов. Давайте поговорим о том, как же нам выбрать правильно свежую и охлажденную рыбу. Рыба относится к скоропортящимся продуктам, поэтому выбирать ее надо очень придирчиво. Только из свежей качественной рыбы можно приготовить вкусные и полезные блюда. Прежде всего, понюхайте рыбу, подняв жабры. Свежая рыба обычно пахнет морем и тиной. Яркий рыбный аромат – это повод усомниться в свежести продукта. Ну а если вы почувствуете запах аммиака, значит срок годности рыбы давно истек. Чешуя должна быть влажной, но не сухой и ломкой. Если на ней уже появились трещины, значит рыба явно залежалась. Сухой и слегка погнутый хвост – также признак несвежести данной продукции. При покупке обязательно рассматривайте глаза рыбы. Они должны быть без мутности, не впалыми и чистыми. Жабры у свежей рыбки яркие, розово-красные. Если рыба начала портиться, жабры темнеют, и их уже ничем не замаскировать. Если рыбу часто замораживали и размораживали, ее жабры становятся серыми. Поэтому покупайте рыбу с головой, несмотря на то, что придется переплачивать за лишний вес. Слишком велика вероятность покупки несвежей рыбехи. Рыбу можно замораживать только один раз, помните это. Правильно замороженная рыба всегда выглядит красиво, аккуратно и не похожа на кусок льда. Также признаком свежего продукта является блестящая чешуя. Тело рыбы должно быть плотным. При надавливании пальцем вмятина должна быстро исчезнуть. По многим параметрам рыбеха занимает верхние позиции в кулинарии. Ее самой положительной чертой является отсутствие неприятного запаха, который характерен для всех пресноводных рыб, а также и жир толстолобика по составу и пользы приравнивается к морским рыбам, так как в изобилии содержит кислоты омега-3 и омега-6, которые так необходимы для человеческого организма. Блюда из толстолобика отличаются отменным сладковатым вкусом. Нежное и сочное белое мясо рыбы очень схоже с лещом, карпом и карасем. Но учитывайте то, что замороженное филе теряет свои вкусовые качества после разморозки, поэтому рекомендуется употреблять свежий продукт. Мясо у толстолобика достаточно жирное, особенно у взрослых особей, и очень костлявое у молодых. Лучше всего приобретать тушки от 3 кг. В таких экземплярах встречаются только крупные кости, которые легко удаляются.
В общем, крупные особи менее костлявы. Мясо толстолобика низкокалорийное, быстро и легко усваивается организмом, но при этом оно прекрасно утоляет чувство голода. Блюда из этой рыбы подходят для диетического питания. Диета, в которой присутствует только мясо толстолобика, способствует быстрому похудению. В рыбе много белка и витаминов группы В. Эти элементы улучшают метаболизм и ускоряют процесс обмена веществ. Благодаря натуральным белкам можно укрепить иммунитет организма. Готовка продукта не отнимает много времени. Рецепты домашних блюд из толстолобика радуют разнообразием. Можно запечь рыбу целиком в духовке, начинив зеленью или кольцами лука, слегка сбрызнув лимонным соком. Можно нарезать филе кусочками и замариновать в смеси уксуса, масла с душистыми травами и специями. Еще филе тушат с овощами, соусами, добавляют в тефтели, салаты, супы, пельмени. Домашние котлеты – отличный вариант приготовления блюда из толстолобика. Чтобы они получились сочнее, добавьте в фарш ломтики вчерашнего белого хлеба, замоченного в молоке. Крупная голова и хвост идеально подходят для приготовления вкуснейшей ухи. Я решила зажарить своего толстолоба 2 крупными филешками. Для этого я просто разрезала рыбу на 2 половинки и удаляю хребет. Все кости мне удалить не удастся, для этого нужен пинцет, которого у меня нет на данный момент. Но это не проблема, потом их можно будет аккуратно вынуть уже непосредственно перед употреблением. Мои филешки почти готовы. Осталось добавить специи. У меня это соль и черный молотый перец. Укладываю филешки в мисочку. Подсаливаю. Обязательно с 2 сторон нужно подсолить рыбку. Перчим по вкусу. А также обязательно необходимо сбрызнуть рыбу лимонным соком. У меня лимонный соус тоже подойдет. Это поможет нашей рыбе сохранить свою форму и не развалиться. Оставляем наши филешки мариноваться на 20-30 минут. Для жарки рыбы панировочные сухари не подойдут. Этот вариант выручает при жарке котлет. Чтобы вкусно пожарить рыбу, лучше всего взять крахмал и муку. В отдельной посуде смешиваем крахмал с мукой в соотношении почти 40/60. Крахмала чуть меньше. В результате рыба получается как в хрустящем кляре.
Такой эклер предотвращает вытекание соков из рыбы. Вместе с этим удается избавиться от запаха, который появляется в процессе приготовления. Теперь возьмем наше замаринованное филе рыбы и полностью присыпаем его панировкой. Вручную присыпаем области, которые остались не покрыты панировкой. Это очень важно для равномерного покрытия. Убедитесь, что масло достаточно нагрелось, и только тогда кладите рыбу на сковороду. Вы должны чувствовать жар рукой. Жарьте рыбу примерно 3-5 минут с каждой стороны. Хочу сказать еще несколько слов о панировке. Ведь правильная панировка для жарки рыбы дает очень многое. Именно от панировки зависит то, насколько вкусным и сочным получится готовое филе или рыбные стейки. Именно благодаря панировке рыба с очень нежным мясом отлично держит форму при жарке. А нежирные сорта рыб, например, треска и хек, приобретают более яркий и насыщенный вкус. Кроме того, слой панировки не дает кусочкам рыбы пережариваться, что позволит сохранить больше полезных веществ. Такая рыба хорошо сочетается с овощами и рисом. Можно также использовать такие специи, как тмин, лавровый лист, розмарин, гвоздику, орегано, карри. В магазинах имеется большой ассортимент приправ для белой рыбы. Переверните рыбу, когда корочка станет золотисто-коричневого цвета. Это произойдет быстро, так что не отходите далеко. Да, друзья, забыла вас предупредить. Рыбу нужно жарить обязательно на достаточно сильном огне. Если жара будет мало, то слой панировки получится мягким, без намека на румяную корочку. Еще такая неправильная панировка не будет поддерживать форму кусочка филе. Наш вкусный жареный толстолобик готов. Перекладываем его со сковороды на тарелку и подаем с гарниром к столу. Блюдо можно подавать даже к праздничному столу. Нет ничего лучше на обед, чем хрустящий, отлично приготовленный кусок рыбы. Если вы со мной согласны, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Я буду вам за это очень благодарна. Вот так достаточно просто можно приготовить вкуснейшее рыбное блюдо, которое понравится всей семье.
Такое блюдо действительно получается очень вкусным. Рыбка с аппетитной золотистой корочкой. Подавать ее можно как в теплом, так и в охлажденном виде. Мне очень нравится вкус этого блюда. Кости достаточно крупные и легко удаляются. Посмотрите, какое сочное филе у нас получилось. Правда же великолепно. Рыбка получилась действительно очень вкусная и сочная. Ну все, друзья, на этом я с вами прощаюсь до следующего ролика. Желаю вам вкусных рецептов. Всего вам хорошего, доброго. Пока.